Всем известно, что 8 и 9 февраля страны Балтии окончательно покинут энергетическое кольцо БРЕЛЛ, объединяющее Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Готовы ли они к такому шагу и какие последствия их ожидают? Страны Балтии – важные партнеры США и НАТО в регионе, играющие заметную роль в европейской системе безопасности. Электроэнергетика – основа функционирования любой современной экономики. Именно поэтому ситуация с выходом стран Балтии из БРЕЛЛ привлекла внимание военного эксперта Скотта Риттера, который недавно опубликовал свой анализ. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты из его статьи. Итак, очередная технополитическая авантюра стран Балтии входит в финальную стадию. 8-9 февраля они отключатся от энергосистем России и Беларуси, присоединившись к европейским энергосетям. Все это сопровождается громкими заявлениями об энергетической безопасности, энергетической независимости и дешевой электроэнергии. Однако на практике, скорее всего, их ждет обратное – уменьшение безопасности, увеличение зависимости и рост цен на электричество. На сайте латвийского оператора высоковольтных сетей Augstspрigumu Tīkls (АСТ) ведется обратный отсчет до энергетической независимости, хотя, если разобраться, это не более чем пропагандистский трюк. Согласно официальным данным, страны Балтии уже с мая-июля 2022 года не импортируют электроэнергию из России и Беларуси, их энергосистемы используются только для транзита. Энергетика – это фундамент любой экономики. Кто контролирует энергетику страны, тот контролирует и саму страну. Реальная энергетическая независимость возможна только при наличии собственной генерации, покрывающей потребности, либо благодаря влиянию страны на мировой арене, либо через диверсификацию источников. Страны Балтии не обладают ни мощной энергетикой, ни политическим весом, а теперь они отказываются и от диверсификации. Больше всего от этого решения пострадает Латвия. Разберемся, что же означает синхронизация с европейскими энергосетями с технической точки зрения. Это понятие часто употребляют в СМИ, но не всегда корректно. Стандарт бытовых электросетей 220-240 вольт 50 Гц в энергокольце БРЕЛЛ, Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва и европейской системе ENTSO-E одинаков. Более того, этот стандарт самый распространенный в мире. Он используется в большинстве стран мира, за редким исключением, поэтому стандарты магистральных линий электропередач в разных странах тоже в целом совместимы. Переменный ток можно изобразить графически в виде синусоиды. Синхронизация означает, что пики этих синусоид в разных энергосистемах должны совпадать. Если же они не совпадают, то сети нельзя соединять напрямую, иначе произойдет авария. Для соединения несинхронизированных сетей используются специальные подстанции – вставки постоянного тока, ВПТ. В них переменный ток сначала преобразуется в постоянный, а затем обратно в переменный, но уже с нужными параметрами. Именно так работают интерконнекторы, соединяющие энергосистемы стран Балтии с европейской сетью. Важно понимать, что присоединение к европейской энергосистеме не требует обязательной синхронизации, точно так же, как вступление в Европейский Союз не обязывало страны Балтии отказываться от своих валют. Некоторые страны ЕС, такие как Польша, сохранили свой злотый и монетарную независимость. Например, энергосистема Великобритании соединена с континентальной Европой через ВПТ. Скандинавские страны, Норвегия, Швеция, Финляндия и восток Дании также не синхронизированы с европейской энергосистемой. Остров Готланд не синхронизирован с основной энергосистемой Швеции, но свободно обменивается с ней электроэнергией через ВПТ. В этом списке также Ирландия, Исландия, Кипр. Страны Балтии с мая-июля 2022 года официально не импортируют электроэнергию из России и Белоруссии. Балтийские линии электропередач в рамках БРЕЛЛ обеспечивают только транзит. Следовательно, синхронизация с европейской энергосистемой, которую так активно продвигают политики стран Балтии, не имеет никакого практического смысла. Это дорогостоящее и вредное для стран Балтии мероприятие. Какова же тогда истинная цель этого шага?
Ответ прост – лишить страны Балтии энергетической независимости, превратив их в полностью контролируемых сателлитов Запада. Сегодня у стран Балтии еще есть возможность в случае кризиса договориться о поставках электроэнергии с Россией и Белоруссией, однако после синхронизации они лишатся этой возможности. Чтобы вернуться в БРЭЛ, потребуется строительство новых ВПТ, а это десятки миллионов евро и несколько лет работ. У стран Балтии нет таких средств, да и Запад вряд ли их выделит. За это время энергетическая система стран Балтии окончательно придет в упадок. Таким образом, страны Балтии полностью попадают в зависимость от поставок электроэнергии из Европы. Давайте посмотрим на некоторые цифры. По данным энергетической биржи Nord Pool, среднее суммарное потребление электроэнергии тремя странами Балтии в часы пик с 10 до 11 утра и с 16 до 17 вечера составляет 4240,5 мегаватт. Это мгновенное потребление, а не потребление за 1 час. В декабре 2023 года этот показатель был 4120 мегаватт, а в 2022 – 3925 мегаватт. Возможно, наблюдается тенденция к росту потребления электроэнергии, хотя это может быть и просто статистической погрешностью. В любом случае, с каждым годом люди используют все больше электроприборов, что влияет на общее потребление. Собственная генерация стран Балтии в часы пик составляет всего 1696 мегаватт. Балтийские страны связаны с европейскими энергосетями 4 интерконнекторами – Нордбалт, Швеция, Литва. Проектная мощность 700 мегаватт с ограничением до 600 мегаватт. Реальная пропускная способность – около 595 мегаватт. Литпол Линк, Польша, Литва. 500 мегаватт, эксплуатационная мощность, примерно 425 мегаватт, S-Link-1 и S-Link-2, Финляндия, Эстония, 350 и 650 мегаватт соответственно, то есть в сумме 1000 мегаватт. Однако в последнее время они часто перегружены – 1000, 15 тысяч, 30 мегаватт. В 2022 году собственное производство электроэнергии покрывало лишь 33% потребностей стран Балтии, а в 2024 уже 63%. Вроде бы виден прогресс, но это лишь видимость. После закрытия Игналийской АЭС Литва может производить лишь 20% необходимой ей электроэнергии. Это привело к резкому подорожанию электричества в стране, по некоторым данным на 30%. С тех пор Литва значительно увеличила производство электроэнергии, доведя его до 64–81%, а иногда и до 92,9% от потребления. Однако эти показатели достигаются благодаря статистическим манипуляциям. Эти успехи в энергетике обусловлены исключительно развитием ветроэнергетики. ГЭС дают не более 2,5% электроэнергии, ТЭС не более 3%. Это гораздо меньше тех 20%, которые обеспечивала Игналийская АЭС. Кроме того, в последние годы погодные условия были очень благоприятными для работы ВЭС и ГЭС. Это означает, что литовские ГЭС работают на пределе своих технических возможностей, а высокие показатели генерации достигаются только за счет ВЭС. ТЭС же используются преимущественно для теплоснабжения. Главный недостаток ветроэнергетики – зависимость от погодных условий. Если ветер есть, электроэнергия производится, если ветра нет, электроэнергии тоже нет. Согласно данным Nord Pool, ВЭС в Литве наиболее эффективны рано утром, около 5 часов, когда потребление электроэнергии минимально. Это связано с тем, что в это время наблюдается наибольшая разница температур между сушей и морем, что способствует усилению ветра. Именно в это время фиксируются самые высокие показатели генерации. В целом же ВЭС производит от 43 до 85% всей электроэнергии в Литве. Самый низкий показатель наблюдается около 11 утра, в первый час пик выходных дней. Подробнее об этом в следующей части. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с мнением Скотта Риттера? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Нам особенно интересно мнение жителей стран Балтии. Предлагайте темы для наших следующих выпусков. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр.